Что ж, друзья, всем привет, и давненько мы с вами не виделись, и сегодня я наконец-то решил снова выйти в эфир, чтобы поделиться с вами одной очень крутой техникой формообразования, которая, возможно, выручит вас в ситуации, подобной той, с которой не так давно столкнулся я. Давайте, собственно, и взглянем сейчас на эту ситуацию. Вот такая вот витушка, некое гнездо, сгенерированное нейросетью, и, собственно, плюс-минус такую же штуку мне нужно было повторить в 3D. Давайте, кстати, посмотрим сразу же на финальный вариант этой модели, на то, что в итоге получилось в материале. Получилась вот такая вот довольно интересная штука. Насчет ее красоты, конечно же, можно поспорить, но как эксперимент, в принципе, вполне себе имеет право на существование. И да, друзья, я уверен, сейчас обязательно найдутся скептики, которые скажут, что ну вот опять Виталий Кавазоглы все преувеличивает, тут, в принципе, дел-то на полчаса, просто обычные профили намотал, сделал все и сдал. Да, действительно, возможно и так, друзья, но, как показывает практика, так случается крайне редко, потому что заказчик всегда просит варианты, заказчик всегда, видя уже плюс-минус готовый вариант, хочет в нем что-то поправить, и этот случай был не исключение. И если вы знаете мой подход к работе, который я описываю в курсе Райна Виртуоза во многих своих уроках, то заключается он в том, чтобы создавать на 90% готовую модель, чтобы она выглядела как уже законченная, как завершенная, и при этом все еще была доступна для редактирования всех ее элементов. То есть, может быть, на этой модели не будет каких-то скруглений, каких-то прям вот финишных выполировок, но я стараюсь сделать модель так, чтобы она выглядела, ну, уже практически под сдачу, но при этом все еще была возможность редактировать все ее элементы. И, собственно, эту модель я тоже хотел построить так же. Я хотел найти какую-то эффективную технику, которая бы позволила мне быстро эскизировать и в то же время, чтобы модель смотрелась как законченная. Друзья, забегая вперед, я скажу, конечно же, что я эту технику нашел, но сперва давайте пробежимся по тому процессу, по тому ходу мыслей, который меня в процессе поиска этой техники посещал. То есть, какая первая вообще мысль возникает при попытки понять, как вообще эту штуку сделать, с чего начать. Ну, понятно, что несколько вариантов. Конечно же, начал я с Rhinoceros. И, ну, первый вариант — это инструмент CurvePython. То есть я думал, что сделаю что-то подобное, создам вот такую трубку на основе кривой, и дальше, собственно, что? Дальше я смогу включить контрольные точки и делать наброски, то есть набрасывать свой эскиз. Но очень быстро я понял, что вот такая форма трубки, она абсолютно не репрезентативна, то есть изделие даже близко не напоминает какую-то законченность, и само собой никакого представления о будущей форме изделия такое эскизирование вам не даст. Поэтому самая очевидная мысль, которая в данном случае посещает любого модельера в Rhinoceros, это использовать Sweep One Rail. И смотрите, да, действительно, в данном случае ситуация обстоит уже немного лучше. Ну, давайте немножко поэкспериментируем с профилями. Ну, в общем, ладно, выворачивается штука наизнанку, не так это все и важно. То есть на самом деле проблема даже не в этом. Давайте, может быть, попробуем вот так. Проблема в том, что все равно такой профиль не дает полной репрезентативности. Да, это уже намного лучше, мы уже имеем некоторые степени контроля, то есть можем немножко нашу форму контролировать, масштабировать, редактировать. Друзья, но это все равно немножко не то. Представьте, что здесь будет несколько таких объектов, несколько таких кривых. И при более-менее значимых степенях деформации нам, конечно, придется уже не очень сладко, потому что все вот эти вот элементы, все эти профили, ну, настоящая мешанина из них получается. И да, наверное, можно. Наверное, вполне себе рабочий вариант, но мне не нравится, что столько много элементов контроля в
плане вот этих вот профилей, их нужно где-то расставлять в нужных местах. Если мне нужно где-то сделать какое-то заужение, то мне нужно добавлять туда новый профиль, мне нужно перестраивать весь этот кусок целиком, весь этот профиль, всю эту деталь. И, в общем-то, одна сплошная возня, от которой нет толку. В общем, этот вариант я решил отложить на крайний случай, если вдруг вообще не найду никакой техники. И, соответственно, третья техника, которая пришла мне в голову, тоже, забегая вперед, скажу, что ей я пользоваться не стал. Это инструмент Curve Piping Test Splines, то есть одной из задумок было создать набросок из тестсплайна, то есть сделать примерно так, добавить сюда хендлы, масштабировать их в нужных местах, разместить нужным образом, затем все это превратить в тестсплайновый объект, то есть получить вот такую вот штуковину и дальше уже пытаться работать как-то с ней. Но в чем здесь проблема? Ну, давайте предположим, что даже если бы здесь было меньше всех этих сегментов, представьте, насколько было бы сложно управлять всей вот этой вот ерундой. То есть, если мне, к примеру, нужно развернуть профиль, то, ну, это был бы настоящий кошмар. Я не могу сделать этого адекватно, потому что секции расположены слишком близко друг к другу, и мне бы хотелось добиться какой-то плавности. Так, кстати, давайте удалим рычаги кривизны и попробуем снова поработать с профилем. Ну вот, ну, может быть, наверное, так можно было бы по одной секции все это каким-то образом настроить, исправить, но согласитесь, результат не очень. Да, мы бы могли, например, воспользоваться инструментом Soft Manipulation. Давайте посмотрим на этот инструмент. Но уже сейчас понятно, что это не самая лучшая затея. Почему? Потому что все это работает как-то очень странно. То есть нет контроля, который мне бы хотелось иметь над вот такой вот деталью. Поэтому, друзья, я решил, что может быть попробовать какие-то другие инструменты, какие-то другие программы. И да, я таки попробовал, и это был Blender. К слову, я уже имею определенный навык работы в этой программе. И, соответственно, ну, более-менее комфортно чувствую себя в интерфейсе Blender, поэтому я решил поискать какие-то видео, поискать какие-то приемы, которые бы позволили достичь мне вот этой вот цели и найти какой-то эффективный способ создания подобных эскизов, подобных форм. И смотрите, какой результат у меня получился. На мой взгляд, просто супер, но дело даже не в том, что он неплохо выглядит, а в том, что все это очень легко и очень классно редактируется, друзья. Вот это самое главное. То есть, смотрите, что я могу делать. У меня есть возможность плавно вращать профиль в каждой точке. И у меня также есть возможность плавно все это масштабировать. Причем делать это с разной степенью воздействия. То есть вы видите вот этот вот кружок. Вот он. Это область воздействия. И само собой, переключаясь в каждый профиль в режим редактирования, я могу таким вот образом подстраивать все эти профили друг под друга. И, собственно, друзья, наконец-то мы сейчас переходим к основной части этого урока. Я покажу вам, как создать вот такой вот элемент для того, чтобы, ну, в общем-то, вот так вот гибко им управлять. Итак, давайте обратим внимание на то, какого типа это объекты. Это у нас NURBS Path, так называемый Blender, и давайте добавим свой NURBS Path. Давайте перейдем в ортогональный режим, нажимаем Add, Curve, и вот здесь вот выбираем Path. Так, сейчас он где-то вот тут у нас, поэтому давайте его подвинем. Как работать в Blender я здесь уже рассказывать не буду, то есть все вот эти вот инструменты типа перемещения, вращения, это, ну, думаю, вам имеет смысл изучить самостоятельно, это не так уж сложно.
Здесь я просто покажу вкратце сам workflow. Итак, мы получили путь. Жмем на Tab, чтобы перейти в режим редактирования, и дальше. Кстати, да, сейчас, наверное, стоит отключить режим плавных манипуляций, и давайте немного поправим нашу кривую. Далее, чтобы придать ей некую форму, чтобы ее удлинить, я буду использовать экструдирование. Для этого я просто выбираю нужную точку, жму клавишу E, клик, снова клавиша E, и вот так вот я сделаю такой же аналог спирали, который показывал вам в Rhinoceros. Все, в принципе, наверное, готово. То есть вот такая вот форма. И давайте взглянем еще раз на уже готовую кривую, перейдем в ее настройки, и вот здесь мы видим, что в разделе Bevel к данной кривой присобачен какой-то plane. Собственно, вот эта вот штука называется plane. Это и есть наш основной профиль, который мы используем везде в данном примере. То есть, в отличие от Sweep One Rail, конечно, эти инструменты очень похожи, но в отличие от Sweep One Rail у нас всего один профиль, который лежит на плоскости, и, собственно, он отвечает за вот все вот эти вот манипуляции, за всю внешнюю форму. Ну и, соответственно, вот эти точки играют роль неких узлов, на которые мы можем воздействовать. Итак, давайте сделаем то же самое. Давайте выделим нашу кривую и перейдем вот сюда, в Object Data Properties, найдем здесь тот же Bevel. Смотрите, что здесь можно сделать. Например, мы можем сделать такую же трубку, как мы пытались сделать в Rhinoceros. Можем сделать какой-то квадратный профиль, а можем, как в предыдущем примере, то есть как уже в готовой вот этой детали, мы можем добавить сюда объект. Просто жмем на эту пипетку, указываем, и вот уже что-то у нас тут есть. Можем закрыть концы, можем не закрывать, это уже на ваше усмотрение. Так, ну и что здесь не хватает? То есть мы видим, что здесь профиль выглядит немножко по-другому, то есть он здесь как-то покрасивее, и на самом деле это потому, что здесь еще добавлен модификатор Bevel. Давайте его откроем, посмотрим, как он выглядит. И то же самое добавим вот сюда. Bevel, там 20, 3 сегмента. И смотрите, все, уже наша красота готова. И что самое приятное, мы можем перейти в режим редактирования и точно так же начать с ней работать. Ну, давайте для начала попробуем подвигать эти точки. Я покажу вам, как работает софт манипуляции. То есть, предположим, что мне хочется, чтобы соседние точки, так же как в тестплане, тоже начали следовать с определенным убыванием по силе воздействия за точкой, которая выделена. Для этого нам нужно активировать Soft Move, но обязательно необходимо, чтобы вот здесь была активирована вот эта галочка. Давайте посмотрим, что будет, если здесь ее нет. То есть видим, что воздействие происходит по всей области. Кстати, чтобы увидеть этот кружок, нужно удерживать правую кнопку мыши, точнее левую кнопку мыши. То есть я вот сейчас держу кнопку, чтобы вверх-вниз всем этим манипулировать, и одновременно пальцем кручу колесико. То есть кручу до тех пор, пока вот эта вот область видимости, точнее этот кружок, который ее обозначает, не появится в экране. В принципе, на него не нужно сильно ориентироваться, можно оценивать силу воздействия визуально. Но просто проблема в том, что как только я отпускаю, этого кружка уже не видно. Вот, то есть, если первое время он вам нужен, имейте в виду, что если вы его не видите, значит он, скорее всего, где-то там за пределами экрана, но он есть. И с помощью колесика мыши, не отпуская левой кнопки, не предотвращая манипуляций, вы можете его увидеть. Так вот, чтобы избежать этой проблемы, когда у нас
тянутся не только соседние точки, но и те, что находятся на следующем витке, хотя никак не связанные с выделенной точкой. Для этого как раз нам нужно установить галочку Connected Only. Все, теперь мы можем постепенно выкручивать колесико мыши и видим, что вместе с увеличением зоны воздействия у нас, соответственно, начинает по-другому вести себя и вся деталь. То есть манипуляция происходит постепенно. Дальше, теперь если мы хотим, например, повернуть наш профиль в данной точке, то мы делаем это с помощью опции Tilt. Для этого нужно нажать клавишу Ctrl-T. И смотрите, все это точно так же плавно вращается. И, кстати, теперь мне не нужно удерживать никакую левую кнопку мыши, то есть мы находимся в режиме трансформации, и, соответственно, это можно считать как зажатую клавишу мыши, и точно так же я могу просто крутить колесико для того, чтобы увеличивать или уменьшать зону воздействия. Ну и, соответственно, если где-то что-то нам необходимо масштабировать, то для этого нужно нажать Alt-S. И то же самое колесико мыши. Регулируем силу воздействия на соседние точки, на соседние узлы. Кстати, здесь работает и простое масштабирование клавишей S, но оно работает немного по-другому. То есть в данном случае оно масштабирует расстояние между точками, а Alt-S в свою очередь работает больше как аналог весов контрольных точек в Rhino Ceros. Кстати, те, кто проходил спецкурс, те знают, что такое веса контрольных точек в Rhino. Соответственно, здесь это примерно то же самое. И давайте быстренько отредактируем наш профиль, применяя Tilt, Ctrl-T и ой-ой-ой. И Alt-S. Для того, чтобы масштабировать наш профиль в нужных точках. То есть, как вы видите, очень крутая техника, которая позволяет быстро вот так вот набросать из 3-4 копий вот такую вот витую штуку. Подогнать все эти профили, то есть делается это все практически моментально. Что еще здесь следует знать? Это то, что, например, мы можем масштабировать вот этот профиль. Делается это уже просто клавишей S. Либо, активировав нужную ось, мы можем делать это в одном направлении. То есть масштабируем просто профиль, и у нас, соответственно, масштабируется вся вот эта вот наша трансформация. С сохранением всех поворотов, всех тильтов и, соответственно, всех вот масштабов, всех весов. Единственная проблема, которую я вижу в этой технике, единственный ее недостаток заключается в том, что здесь мы не можем воздействовать на профиль локально в том или ином направлении. То есть, условно, если я делаю Alt-S, то весь профиль масштабируется пропорционально. Я не могу здесь взять, допустим, и также нажать X или Y, то есть выделить какую-то определенную ось, чтобы масштабирование происходило четко по этой оси. То есть масштабируется весь профиль целиком. Соответственно, из-за этого у нас нет возможности сохранять, допустим, одно из сечений, одну из сторон всегда одинакового размера. То есть если увеличиваем по ширине здесь, соответственно, будет увеличиваться и здесь. Ну вот для этого как раз таки можно где-то плюс-минус отрегулировать все это при помощи профиля, расположенного на плоскости. Кстати, да, забыл еще одну очень важную вещь, касающуюся вот этого вот прямоугольника. Собственно, как его создать, это я вам не показал, поэтому давайте сейчас покажу. Самый простой способ — это создать плоскость. Перенести ее туда, куда нам надо, и далее сделать конвертацию в кривую. Ну и вот, собственно, готово.
Давайте ее также немного масштабируем. Здесь, кстати, имеет важное значение то, где находится вот эта точка. Смотрите, если вы хотите сместить эту точку, то, наверное, самым простым решением будет перейти с помощью клавиши Tab в режим редактирования, выделить все, что тут есть, и просто чуть-чуть подвинуть все эти элементы относительно вот этого вот нашего центроида. Ну и давайте проверим, что все это работает. Выделим наш объект и заменим вот этот наш плейн на вновь созданный. То есть все тоже работает, все отображается. При этом, если мы перейдем в режим редактирования и попробуем здесь что-то поперемещать, помасштабировать, то увидим, что все это тоже превосходно работает. Вот, кстати, давайте попробуем как раз таки посмещать все относительно точки опоры. Вот, собственно, друзья, и вся техника, как видите, крайне простая, но в то же время крайне эффективная и позволившая мне наиболее изящным образом решить поставленную задачу. То есть я имею практически готовое изделие, по крайней мере выглядит оно как завершенное, но при этом я все так же могу редактировать каждый из его элементов. И как я уже сказал до этого, в самом начале урока, действительно этот подход себя оправдал и в данном случае, потому что первая модель была приближена к эскизу чуть больше, то есть имела внутри гораздо больше витков, но затем заказчик попросил меня ее немного поправить и убрать эти внутренности. И само собой, применив эту технику, я сумел сделать это довольно быстро, без лишней траты времени. И, наверное, не стоило бы раздувать здесь урок и рассказывать все вот эти вот шаги, которыми я шел в поисках этой техники, все эти неэффективные методы, которые я изначально попытался применить в Rhinoceros, но моя задача была показать вам не только саму эту технику, но и еще раз продемонстрировать важность подобного подхода. То есть, когда вы не упираетесь в какие-то инструменты, которые вам знакомы, которые вы хорошо знаете, к которым вы привыкли, а когда вы ищете что-то новое, если понимаете, что все, что вы до сегодняшнего дня знали, не помогает вам решить задачу, вы идете, изучаете новый инструмент, пробуете и применяете именно его, именно самый эффективный подходящий инструмент, потому что только это поможет вам расти, только это сделает вас более универсальным и позволит вам брать заказы, которые раньше казались вам не по плечу. Собственно, друзья, на этом все. Был рад вас видеть. Если видео действительно кажется вам полезным, вы знаете, что делать. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!